И снова всем здравствуйте. Мы сейчас находимся во Вьетнаме, куда мы прилетели из Санкт-Петербурга, февраль 25 года. И этот небольшой клип про то, что сейчас и как происходит во время транзита в Китае. Потому что, как вы знаете, прямые рейсы у нас летают из Москвы, мы летели из Питера. После долгих раздумий решили, что это к нам более интересно, более выгодно. Плюс, как обычно, если вы видели на моем канале, мы очень любим выходить в транзитных каких-то пунктах и смотреть еще какие-то страны по пути в основное место пребывания. Так вот, Шанхай. Мы летели через Шанхай из Санкт-Петербурга с северокитайскими авиалиниями, но сейчас немножко не про это, а по свежим следам то, как вообще происходил наш транзит в Китае. Мы посмотрели, как обычно, подготовились, посмотрели достаточное количество разных роликов на YouTube, Рутюбе, людей, которые транзитом летели, то, чтобы понять, к чему готовиться, куда идти, какие документы с собой иметь, выпустить, не выпустят. Вроде бы все, что возможно, посмотрели. Мы знали, что есть небольшие изменения в правилах Китая с декабря 2024 года в лучшую сторону для нас, для россиян. Но в любом случае мы прилетели и поняли, что достаточное количество информации, которую мы в себя, так сказать, втянули, оказалось не совсем достаточным. Прежде всего, когда вы выходите из самолета, вы выходите в терминал номер 2. Интернациональные рейсы прилетают в терминал номер 2. А выход в город, выход непосредственно к электричкам, метро, экспрессам, автобусам, такси, поезду на магнитной подушке Маглев в первом терминале. Это надо помнить, это надо знать, поэтому вы двигаетесь вместе со всем потоком пассажиров достаточно долгое время по траволаторам, пешочкам, доходите до спуска вниз к поезду, это будет дальше в клипе, садитесь на поезд между терминалами, проезжаете на этом поезде до следующего терминала. Дальше вы опять-таки идете со всем потоком к выходу, указатель у вас выход. У вас нет нигде указателей, как люди писали в клипах, 24 часа транзит. Нет. Единственный указатель 24 будет в втором терминале по прилету, просто будет показывать, что вам надо спуститься, даже не показывает, что спуститься вниз, просто показывает направо и налево. Он нас немножко вводил в заблуждение, но бог с ним. Так вот, вы доходите до выхода, до общей таможни, заполняете там бланки, про это тоже много говорили, есть два типа бланков. Есть бланк на визу, есть бланк на временный 24-часовой транзит. У нас было почти 10 часов, 9 часов между рейсами, и мы как бы понимали, что нас должны выпустить. В Шанхае не так с этим строго, как в других городах китайских. Вы заполняете этот бланк прямо там, ничего сложного, имя, фамилию, номер прилета рейса, паспортные данные, и этот бланк и ваш паспорт идет с вами к таможеннику. Есть две опции прохождения таможни. Вы можете прямо в киоске электронном, если у вас электронный паспорт нового образца, просканировать его и оставить свои отпечатки пальцев, они сразу попадают в систему. Вы можете этого не делать, это сделает таможенник, когда вы дадите ему паспорт и заполненную вот эту анкетку. Еще раз, нет отдельных пунктов, где проходят на 24 часа. Там в принципе чисто теоретически написано сверху короткие транзиты, но не на всех вот этих вот ларечечках, киосках, пунктах парохода. Мы стояли в общей очереди и из общей очереди попадали к обычному стандартному таможеннику. Он берет ваш паспорт, берет вашу бумажечку, может спросить что-то, куда вы, зачем вы и насколько, может ничего не спросить, просто долго, очень долго копаться, проверять ваш паспорт, решить, что вас выпускает, и наклеить вам эту наклеечку, визу временную в ваш паспорт. Дальше вы уже проходите, ищете свой транспорт, которым вы решили добираться до города. И тут тоже надо внимательно смотреть за указателями и руководствоваться здравым смыслом, кто куда идет. Потому что те же указатели на поезд Маглев, они у нас находятся сверху и показывают только направление движения.
И надо опять-таки понимать, куда вам надо подняться, опуститься, потому что это могут быть разные уровни, это тоже будет видно в клипе. Вот, это пару слов, которые я хотел сказать по поводу нашего прилета. Посмотрите видео, надеюсь, что вам оно поможет. Мы прилетели в Шанхай, в аэропорт Пудун. Вот там вот прошли в терминале, спустились вниз. Там наверху был указатель, это 24 часа трансфер, нам надо выйти в город. Здесь вот такие поезда едут в терминал 1. Вот все умные дяденьки и тетеньки, которые посмотрели на YouTube, не рассказывают, что надо переходить, если ты сюда прилетаешь. А здесь надо вот на этом поезде доехать до другого терминала. Нигде нет указателей. Добрая тетенька-китаянка помогла с помощью телефона. Проверяем, права ли она. Это скоростной поезд между терминалами. Реально поезд сидящих мест нет, но есть места, где облокотиться. И расстояние достаточно большое. Мы когда приземлялись, видели, там, наверное, 1,5 километра между ними. Итак, час у нас заняло прохождение паспортного контроля. Там какой-то практикант нам попался, который ставил нам штампики. Долго выяснял, куда мы и зачем мы. Это мы вышли уже в сам аэропорт, собственно. Честно, если народ пишет, вот, везде указатели. Вот мы вышли, ищем указатель Маглев электрички. А мы вышли там, где выход. Вот, наверное, вот там вот он есть. И, кстати, 24 часа, про которые везде писали, не было нигде вообще написано. И принимали в общих окошках, но в двух крайних. Но это так. Ну, вот указатель, это второй этаж. Таможня на первом. И вот второй этаж, указатель. Вот это уже народ снимает. Типа, вот она дорога к поезду, к метро. Ага. А дойти до нее тоже еще надо. Аэропорт большой, чистый. Служащие очень стараются помочь, но все вот эти уборщицы, служащие, они по-английски не понимают. Слава богу, у них в телефоне переводчик, и они помогают. Теперь мы идем на поезд на воздушной подушке под названием Маглев. Купили билетики. Спасибо тем хорошим людям, которые рассказали, что есть билетики вместе с метро. Это стоит на 5 юаней больше, но у тебя безлимитное метро. И вот опускаемся вниз к поезду. Ходит он где-то раз в 30 минут. Терминал огромный. С указателями опять беда. Если бы мы крупно не увидели на кассах написано Маглев, тоже могли бы пропустить. Как говорится, только ленивый не снимал скоростной поезд Китая. Ну, блин, самому же хочется увидеть. Он прямо с места галопом. Сейчас у него уже 70. Тут, да, можно вот там вот смотреть скорость сверху. Простая электричка, мы ее так раз, так это. Скорость будет чувствоваться, когда вот мы сейчас будем ехать, а мимо машинки по скоростному шоссе, где-то есть такой участок, ну вот. И вот ты так смотришь, опаньки. 133 километра, да, обалдеть. Смотреть особенно не на что.
да, по каким-то дням, которые ездили с максимальной скоростью, там, не помню, то есть 80, 420, теперь ограничивают 300. Но все равно, это, конечно, это, как говорится, experience, надо чувствовать. Но ты чувствуешь скорость, вот реально, потому как он вписывается в повороты.